Привет! У меня к вам вопрос. Как вы прочитаете вот эту букву? А вот носители испанского языка, если эта буква стоит в начале слова или после звуков м, н, прочитают ее как б. Например, в слове vamos. Vamos a bailar. А в японском языке вообще нет звука «в». Там есть иероглиф, который обозначает звук «ва», что-то похожее на «ва» во всяком случае. Но носители японского языка скорее произнесут его как «б». Больше шансов, но никак не «в». Почему это проблема? Потому что в русском языке есть слово «вот», а есть слово «бот». Есть слово «вор», а есть слово «бор». Есть слово «вас», а есть слово «бас». Есть слово «вой», а есть слово «бой». Есть слово «врач», а есть слово «брать». Да, слова из последней пары отличаются не только звуками «в», «б», но, согласитесь, очень легко перепутать и звуки «т», «ч». И таким образом получается совсем другое слово. Я брать. Я беру, наверное, да? Я брать. Я беру. Я брать. Брат? Брат? Вы хотите сказать? Я брать. Брат? Врач. В, да, там в. Не брать, а врач. Врач. Ну все, проблему обозначили, а теперь давайте ее решать. Шаг номер 1. Научимся произносить русские звуки «б» и «в». Между ними есть принципиальная разница. Звук «б» вы делаете только губами. Верхняя губа, нижняя губа, поток воздуха, взрыв, и получается «б», «б». А вот русский звук «в» вы делаете нижней губой и зубами. «В», «в». И это очень важно, потому что, насколько я знаю, в испанском языке, например, нету того самого звука «в». Там есть губно-губной «в», который немножко звучит как русский «в», но на самом деле он делается по-другому. Вот давайте научимся произносить русский звук «в», «в». Соедините верхние зубы и нижнюю губу, выдыхайте воздух и включайте голос «в», «в». Я сейчас закусываю нижнюю губу, но в потоке речи, конечно, мы вот так не делаем. И верхние зубы касаются нижней губы, где-то там сзади. Но очень важно, ваши губы не встречаются. А теперь шаг номер 2. Нужно слушать примеры с этими звуками. Я вам привела только маленькую часть этих примеров. Но нужно также слушать слова, где звуки «в» и «б» стоят не только в начале слова, но и в середине. На этой стадии нам важно слушать и научиться слышать разницу между звуками «б» и «в». Совет. Когда вы не просто слушаете русский язык, но еще и смотрите на русскоговорящего человека или смотрите фильм, интервью, какое-то видео, обращайте внимание на губы, на рот. Это вам поможет понять, какой там звук. «Б» или все-таки «в». Ну и шаг номер 3 – это, конечно, тренировка. Теперь, когда мы знаем технику, мы умеем на слух определять, какой это был звук, мы можем сами
произносить эти звуки, слова с этими звуками. И здесь у меня тоже будет для вас совет. Если вы знаете, что звуки Б, В – это ваша проблема, заведите тетрадь, блокнотик, где вы будете записывать все слова с этими буквами и с этими звуками. В левую колонку звук Б, в правую колонку звук В. Для чего это нужно? Для того, чтобы запоминать визуальный образ слова. И потом, когда вам нужно будет использовать это слово в речи, вы вспомните, как оно выглядит, вы вспомните, оно из левой колонки или из правой, и в зависимости от того, какая там была буква, вы произнесете нужный, правильный звук. Спасибо вам за просмотр, делитесь этим видео с теми, кому эта информация может быть полезной. А если вам хочется больше информации и больше материала для тренировок, то приходите ко мне на групповой онлайн-класс, групповую тренировку, которая будет скоро. Следите за обновлениями и новостями во вкладке «Сообщество». Я об этом объявлю. Не забудьте написать в комментариях ваши наблюдения, замечания, мысли и впечатления от видео. И еще раз спасибо. Увидимся скоро. Пока-пока.